Привет всем! Сегодняшнее видео будет про МАЗ в масштабе 1.12, который я собираю на шасси от King Kong RC. Что я сделал за это время? Кабина, как вы видите, уже установлена. Осталось закрутить только две гаечки, и все, она будет сидеть, никуда она не денется. По кабине практически уже все. Также установлен бампер. Бампер я прикрутил к раме, удлинил крепление. И здесь такие вот два болтика. Сделал самодельное крепление, и все, он на месте. Также установил номера, скажем так, оформил МАЗ. Теперь он на учете. Скоро будет можно выезжать. В бампере также установлены диоды по 3 мм, извиняюсь. Нет, по 5 мм. Здесь по 3. Поворотники, габариты. Здесь по 5 мм, да, извиняюсь. Также установил передние колеса. Или сначала перейдем к передней балке. Балка передняя здесь такая же, как и на Томии от King Kong, который идет. Но мне не хватало ширины. Пришлось мне ее распилить напополам и удлинить таким алюминиевым профилем. Сейчас я вам покажу его. И на 2 сантиметра пришлось мне расширить колею, чтобы шины были немножечко спрятаны под крылом. Изначально они были примерно на 2-3 сантиметра вглубь, и не смотрелось это, некрасиво было. Также установлены такие вот колпаки, напечатаны на 3D принтере. Мне их распечатал один товарищ. Я их слегка шлифанул, много с ними не занимался. Оставил эти переходы все, которые здесь есть. Поближе давайте камеру возьмем. Вот такие вот колпаки. Вот такие ставили на МАЗ, примерно такие же. Так как у меня нету копийных дисков, я решил сделать такой вариант, чтобы не заморачиваться с дисками. Просто поставить такие вот, как типа колпаки. И вроде смотрится так нормально. Напишите, как вам такие колпаки. Кстати, вот эта балка. Я еще не красил ее. Вот я так вот удлинил, расширил колею. Ставил такой вот профиль из алюминия, и все, и получается, можно делать любую ширину, которую вам нужно. Рулевая тяга, которая идет от качалки, тоже пришлось ее переделать. Вот она, нужно еще покрасить ее. Ее нужно было удлинить, так как она была короче на сантиметр, так как колею я расширил, она была короче. Теперь все, отлично поворачивается. Идем дальше. Как вы уже заметили, стоит здесь бак. Думал сначала делать бак самому, но когда я порылся у себя в ящиках, нашел вот такой бак от Томии. У меня почему-то их было два, когда я собирал МАН. Хорошо, что я его не выкинул, он мне здесь отлично пригодился. Крепления тут уже были от King Kong RC. Просто на эти крепления я снизу немножечко там что-то изменил. И получился вот такой вот бак. Нужно, наверное, такой же поискать, чтобы сделать с другой стороны, чтобы было их два. Это бак. Теперь самое интересное, это задние диски. Как вы уже заметили, это спарки. Стоят здесь спарки. Напечатаны тоже на 3D принтере. Печатал не я, мне их сделали. Кстати, файлы есть на Thingiverse странице. Кому нужно, поищите, там они есть. Диск 1.9. И отлично подходит для 3-сантиметровой шины. Здесь их две, получается 6. Все отлично встает, ничего не задевает. И есть место даже, хватает места, чтобы затянуть гаечку, которая находится вон там. Да, диски я сильно не шлифовал, просто покрасил их в черный. Вот он, пойдет. Здесь будет стоять такая еще заглушка, чтобы не было дырки. И вот такие вот диски получаются. Согласитесь, уже вид имеет, скажем так. Переходим к задней части. Сзади, как вы видите, стоят уже плафоны. Такие вот копийные плафончики. Фокус. Будет также задний ход. Такой же плафончик здесь. Также номер. И сделал я вот такие вот крепления. Это простой алюминий. Просто согнул его как нужно. Два отверстия. Что хорошо на этой раме, у них уже отверстия в основном все с резьбой.
Нужно просто закрутить туда саморез, не саморез, а болтик на 2,5 на 2, маленькое отверстие. И резьба там уже нарезанная. Не нужно никакой гайки, что облегчает намного работу. Вот, получился вот такой вот вид сзади. Да, мост, наверное, нужно тоже покрасить в черный, чтобы он так сильно не выделялся. Мосты разбирал, все смазал, все там нормально. Здесь уже просверлены такие отверстия. Туда вставляются диоды по 3 мм. Сейчас я вам покажу диоды, где-то у меня они лежали. Вот такие вот диоды по 3 мм. Беру я всегда и готовые, чтобы они уже с резисторами стояли, чтобы ничего не паять. Просто втыкаешь сюда. И все. Потом на капельку клея можно. Ну, лучше всего на капельку клея. Я всегда это приклеиваю, чтобы не потерять их при езде. И то, что оранжевое, красится черной краской, кисточка аккуратненько. И получается такая проводка. Все это потом в пучок и пойдет по раме. Здесь также будет стоп, потом габариты задней фары и поворотник. Здесь еще просто добавлен задний ход. Здесь, как я уже говорил, нужно добавить, наверное, тоже бак, потому что место пустое, выглядит не очень. Из кабины выходит уже проводка. Здесь я разобрался с проводкой. Тут проводка, поворотники, фары, основной свет, который установлен в бампере. Тоже это все уже здесь выведено. Установлен здесь будет простой блок света от Tamiya, который я всегда ими пользуюсь. И пока проблем с ними ни на одной модели не было. Стоит копейки. И немножечко там, конечно, переделываю, чтобы диоды все меняю. Меняю уже с резисторами, чтобы стояли. И не белый цвет, а желтый, теплый цвет, чтобы стоял. Коробку тоже я собрал, смазал, поставил пиньон. Там еще немножечко выступает смазка, нужно это все убрать. И двигатель готов. Жду еще регулятор, он ко мне еще не пришел. Посмотрим, может быть завтра. И как только он приедет, сразу нужно это все будет испытать. Кстати, вот здесь ведерко стоит. Нужно будет еще машину помыть, чтобы первый раз выехать, чтобы она была чистенькая, такое ведерочко. Как только я ее испытаю, переходим сразу к следующему этапу. Это, как вы уже заметили, я сделал такой надрамник. Это для кузова. Здесь будет кузов. Из алюминия нарезал, из профильного алюминия нарезал такие вот лонжероны. И на них уже будет ложиться кузов. Тоже все будет из пластика. Пластик ко мне, правда, еще не приехал, но покажу примерно, что это будет. Примерно будет это выглядеть вот так. Тут будет борта. Сзади будут ворота открывающие. И сверху будет тент. Тент, конечно же, будет тоже синего цвета, чтобы все было красиво. Ну и, конечно же, крылья. Крылья будут синие, как и передние. Крылья будут ставиться вот сюда. Посмотрим. Либо я сделаю крепление к раме, что, конечно, было бы кабина, либо, чтобы не заморачиваться, просто прикрутить сверху вот так вот к кузову. И будет тогда уже наверняка ничего не отвалится. Крепление — это такое дело, что если чуть-чуть надавить, она может отломиться. А если вот так вот на 2 болтика с гаечкой прикрутить, то будет, наверное, я думаю, надежнее уже намного. Также еще брызговики нужно будет здесь сделать. Все это еще. В общем, работы хватает еще. Ну и напоследок, какая еще задумка есть, поставить здесь запасное колесо. Так как грузовик без запасного колеса далеко не уедет. А таких шин у меня 8. 6 я уже поставил. Это 7-я, ну и 8-я придется, останется про запас. А это пускай сзади висит. Будет, скажем так, дополнять раму, чтобы не было сзади такого сильного пустого места. Если здесь будет стоять еще бак, сзади запаска, то это, я думаю, будет красиво смотреться. Ну, на сегодня, наверное, все. Следующий этап — это будет изготовление, как я уже говорил, кузова с тентом. Ну и обкатка. Обкатку тоже, наверное, сниму, покажу, как он едет. Не задевают ли здесь шины, так как я уже кабину сдвинул на 5 мм назад. Так как при повороте меня задевало за задний, да, за зад, вот здесь вот задевала шина.
И нельзя было полностью вывернуть колесо. Но теперь, я думаю, должно быть нормально. Кстати, да, подножек, еще нет подножек. Их я тоже еще жду. Как только они приезжают, красим их тоже в черный. По-моему, должны быть черные здесь. Красим подножки. И все, МАЗ готов. Ну, пока все. Следите за дальнейшими выпусками. Всем спасибо за просмотр. Всем пока.